Запутанный триллер, эмоциональная драма и реальные истории в сегодняшнем выпуске. Привет, вы на канале Shadow Tavern, и сегодня у меня для вас 4 отличных новых фильма, которые уже вышли в хорошем качестве. Располагайтесь поудобнее, согревайтесь вкусным чаем и приятного просмотра. «Сила мечты» — это фильм, основанный на реальной истории Джессики Уотсон, которая решила стать самым молодым человеком, совершившим одиночное, безостановочное кругосветное плавание без посторонней помощи. Фильм подчеркивает дух исследования и приключений, но некоторые сцены романтизируют события. Они показывают реальное потрясение, через которое прошла Уотсон. На ее пути возникают препятствия, включая неделю, проведенную на мели, и кошмарнейший шторм, но они не всегда полностью передаются зрителям. Для того, чтобы показать весь героизм происходящего и разжечь в зрителях дух авантюризма, историю показали нам в почти диснеевском, упрощенном стиле. Фильм также переключается на воспоминания о взрослении Уотсон и ее жизненных ситуациях, которые привели к решению совершить кругосветное плавание. Съемки и спецэффекты достаточно хорошие. В фильме много захватывающих экшн-сцен, которые заставляют вас почувствовать, будто вы находитесь на борту вместе с Джессикой. Несмотря на небольшой бюджет, фильм достоин просмотра благодаря сильной и интересной истории, а также качественной актерской игре. В обзорах фильм часто рекомендуется для семейного просмотра. Фильм «Мир постправды» рассказывает историю бывшего ведущего новостей Лю Лимина, который оказывается в заложниках у беглого заключенного Джан Джаны, который утверждает о своей невиновности в убийстве жены. Джан решает использовать медийный ресурс своего пленника, чтобы докопаться до правды, но по мере их расследования они начинают обнаруживать темные тайны, включающие и личную жизнь Лю. Концепция постправды, развиваемая в фильме, является актуальной и интересной. Игра актеров и атмосфера просто потрясающие. Фильм не имеет обычной концовки, и это делает его уникальным для кинематографии Азии. «Мир постправды» способен удивить и своей производственной стороной и сценарием. Невероятные кадры и отличный выбор музыки делают его еще более проникновенным. Легко можно заметить и вдохновение корейскими постановками. «Мир постправды» — это трагическая и непредсказуемая история, которая не оставит вас равнодушными. Борьба за правду не всегда приводит к победе, но это не мешает нам искать ее и дальше. Памела. История любви. Фильм представляет собой документальный портрет знаменитой актрисы и модели Памелы Андерсон, который рассказывает историю ее жизни и карьеры через ее личные записи и дневники. Фильм охватывает ее восхождение к славе, скандальные романы и печально известный скандал секс-видео. Фильм поражает своей эмоциональной откровенностью и искренностью Памелы, которая позволяет зрителю почувствовать все ее эмоции, от радости до грусти. Хотя обычно документальные фильмы о знаменитостях кажутся самолюбованием, этот портрет Памелы оказался удивительно честным и захватывающим. Естественно, следует сделать поправку. Это ее биографический фильм, и Памела представляется в самом лестном свете. Ее готовность предоставить режиссерам полный доступ к дневникам придает достоверность порой травмирующей истории. В итоге фильм оказался не только портретом знаменитости, но и историей о женщине с необычайным мужеством и силой духа. Блейз. Фильм рассказывает историю молодой девушки-подростка, которая сталкивается с травмирующей ситуацией, которую она не может полностью понять, и о том, как она пытается пережить это событие. Режиссер использует сюрреалистические сцены, чтобы показать ее способность справляться с мыслями и уйти в потустороннее пространство фантазий. Хотя главная актриса Джулия Савидж хорошо смотрится на главной роли, основной элемент фильма не всегда воспринимается одинаково. Есть некий диссонанс между стилем сверхъестественных, конфетно-цветных видений и эмоциональным минным полем, по которому движутся главные герои фильма. Картина хорошо показывает процесс преодоления травмы и имеет в себе большой потенциал. Чуть лучше были бы эти сцены реализованы, и фильм мог бы стать одним из лучших в этом году. Несмотря на это, если вы любите эмоциональные ленты, не против броскости и частых мелодраматических песен в саундтреке, то этот фильм может вам понравиться. На этом у меня сегодня все. Спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, то не стесняйтесь делиться ссылкой на него со своими друзьями, подписываться на канал и жать на кнопки под плеером. И до встречи в следующем выпуске. Пока.